Летом этого года к российским гражданам подкралась очередная новая реальность. В европейской части России, в Санкт-Петербурге, Москве, на Северном Кавказе пассажирские самолеты из самого быстрого транспорта превратились в самый непредсказуемый. Опустим тот факт, что еще с начала войны в нашей стране прекратили работу 11 аэропортов, 9 из них стоят закрытыми до сих пор. Работу же остальных в 2025 году, аккурат в разгар периода отпусков, стало невозможно спрогнозировать. Может быть, вылетишь вовремя, а может быть, проведешь ночь в терминале, на полу, а может и не одну. Особенно тяжело тем, кто запланировал поездку в Европу. На всем континенте прямые рейсы из России принимают только Белград, Стамбул и Минск. В любой другой город попасть можно только с пересадкой. Если первый рейс значительно задерживается, значит на второй вы не попадете. Останетесь и без отпуска, и без денег. Думаю, вам не нужно лишний раз напоминать, что отдых, новые впечатления, смена обстановки – это не блажь. Это естественная человеческая потребность. Желание порадовать себя и свою семью путешествием и вкусной едой – нормально. Однако у телеграммных милитаристов и некоторых чиновников на этот счет есть особое мнение. Уже не первый год у них наблюдаются сезоны летнего обострения. Кстати, не только из-за поездок россиян за границу и на внутренние курорты. Провоенных деятелей также раздражают уличные веранды кафе и ресторанов, открытая одежда гуляющих горожан, городские фестивали. Вообще все атрибуты жизни во время короткого российского лета Z-авторам противны. Милитаристы начинают презирать и ненавидеть сограждан за то, что те не спешат погибнуть на войне, не хотят спонсировать чужую смерть. Вместо этого, видите ли, они радуют себя и близких поездками, кафешками и покупками. И это в то время, как пацаны погибают в лесопосадках и горят в БТРах, пишут Z-авторы. Сегодня поговорим о том, как разные спикеры взяли за правило докапываться до россиян. И почему это дурная затея. Эта мягкая игрушка называется лабубу. Ее придумали в Гонконге еще 10 лет назад, но сейчас такие игрушки оказались в тренде. За последние полгода россияне потратили на них более 1,5 миллиарда рублей, что спровоцировало запрещательный рефлекс у некоторых российских депутатов. Но наибольшее негодование эти игрушки вызвали не у них, а у тех специфичных личностей, кто всевозможные траты россиян на мирные цели конвертирует в амуницию, недополученную российской армией. Особенно знаменит такой манерой Z-блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин. 1,5 миллиарда – это более 250 тысяч цифровых защищенных раций. Нет, я не про то, что вот люди гадкие, что покупают лабубу во время войны. А хочу узнать, кто этот чертов маркетолог, который запустил этот вирус, и не может ли он запустить то же самое по связи, чтобы мы быстрее победили. Ну или по турникетам, чтобы спасать больше бойцов. Ведь наши бойцы лучше лабубу. Тут автор хотя бы делает некоторую оговорку, мол, это не люди гадкие, а сама ситуация порочная. Но вот уже эталонный пример бухтежа, хоть и по другому поводу, от сенатора Дмитрия Рогозина. Ему не угодила молодежь, которая летом ходит на фестивали и ест уличную еду. Зумеры, миллениалы, блогеры и бумеры на ВК-фест, ивент с локациями и стритфудом и кридом. Ни одного нормального слова в этом сообщении. А у нас 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк скоро ворвется в Степногорск. И это все в одной стране одновременно происходит. Степногорск – это 4000-ный поселок городского типа в Запорожской области. Пару месяцев назад он мелькнул в новостной ленте. Тогда беспилотник снял, как поселок бомбит российская авиация. Очень нелегкий, конечно, выбор предлагает член Верхней палаты парламента. Вместе с 247-м полком принять участие в уничтожении Степногорска, сделать 4000 человек бездомными, или же вместе с миллениалами поесть стритфуд на блогерском фесте. А вот более категоричное высказывание думского депутата, единоросса, конечно, Виталия Милонова. Молодые люди до 30 лет заводят котиков или нелепых собачек, катаются на самокатиках в шортиках, в то время, когда лучшая часть молодежи пошла защищать страну. Эти инфантильные нежизнеспособные любители лавандового рафа катаются по Москве и по другим городам и совершенно непригодны для созидательной жизни, для создания семьи. Депутат, правда, не уточнил, насколько пригодным для созидательной жизни и создания семьи оказывается человек, пребывающий на войне без возможности вернуться.
будь то бессрочно мобилизованный или подписант бессрочного договора с Минобороны. Каким образом должен создать семью тот, кого с фронта не собираются отпускать в принципе? Да, вот сам депутат Милонов на каких-то особых условиях заехал на фронт, а потом вернулся в Госдуму, объявив, что его контракт закончился. Но у простых смертных подобной опции нет, их контракт не заканчивается. По состоянию на 25 год война пребывает одновременно в двух качествах. С одной стороны, это по-прежнему никакая не война, а специальная военная операция. Фоновое событие где-то там, с исключительно добровольным участием отдельных лиц. С другой стороны, это смертная битва за само существование России, требующая полной самоотдачи всей страны. Две диаметрально противоположные установки удивительным образом сосуществуют в российском информационном поле. Но часто возникает перекос в сторону второго варианта. Мол, сейчас идет никакая не СВО, а новая Великая война. Сторонники такой установки, Z-блогеры, депутаты, телеведущие, выработали новую манеру взаимодействия с обществом. Они доколупываются до граждан, до всего, что может принести гражданам радость. Будь то поездка на отдых, мягкая игрушка или чашка кофе с лавандовым сиропом. Сейчас прервемся на коммерческую рекламу и продолжим. Куда ездят отдыхать россияне? Очень многие на Бали. По данным посла Индонезии в Москве, за 2024 год остров посетили более 180 тысяч россиян. Визу туда легко сделать, да и место волшебное. Океан, солнце круглый год и вкусная еда. И вы можете приобрести там недвижимость от ведущего девелопера на Бали Break Property. Сдавать их в аренду и получать от туристов доход. Например, вот такие виллы. Это проект Эдем 2. В первую очередь была полностью распродана всего за несколько месяцев. Локация Нуса Дуа, один из самых престижных и тихих районов Бали. Именно здесь самые красивые, кинематографичные, белоснежные широкие пляжи. До них всего 5 минут на байке. Рядом гольф-клуб мирового уровня, пятизвездочные отели и развитая инфраструктура. Есть два формата недвижимости. Кондо-виллы от 24 до 40 квадратных метров и виллы с 1-2 спальнями от 70 квадратных метров. Есть виллы с кухней, приватным бассейном или руфтопом. Каждый юнит сдается под ключ, с дизайнерским ремонтом, мебелью, техникой и даже посудой. Брейк берет на себя управление, сдачу в аренду, уборку и отчетность. Вы просто будете получать доход и при желании отдыхать в своей вилле от застройщика-партнера Marriott. У Брейк более 450 объектов, многие из которых уже сданы и размещаются на Airbnb и Booking. В штате более 200 сотрудников, архитекторы, строители, аналитики, управляющая компания. В готовых объектах Брейк доходность от аренды достигает 12-16% годовых в валюте. Также наблюдается рост цен к завершению строительства до 35%. Цены стартуют от $90 тысяч за кондо-виллу и от 170 тысяч за виллу. Первый взнос от 25%, а еще доступна рассрочка без процентов на срок до 2,5 лет. Сделку можно оформить удаленно, без визита на остров. А по промокоду CATS вы получите 6 месяцев бесплатного управления, что позволит сэкономить до 18% комиссии. Оставляйте заявку по ссылке в описании, получите подробную брошюру проекта Эдем 2 и зафиксируйте самую выгодную цену на старте. Продолжаем. Спасибо, что смотрите рекламу. Она помогает каналу оставаться независимым. Так вот, Z-блогеры, депутаты и телеведущие, у них новая манера взаимодействия с обществом. Они доколупываются до граждан и вообще до всего, что может принести им радость, хоть какую-то. Поездка в отпуск, покупка игрушек или хорошо провести время на фестивале. Обычно выступления представителей путинского официоза и высказывания военблогеров сильно отличаются. Но в данном случае многие и из тех, и из других выступают единым фронтом против всего живого. Вот, например, характерное высказывание Z-автора Егора Гузенко в его телеграм-канале на 240 тысяч читателей. Интересно наблюдать за поведением некоторых граждан, которые сейчас сидят в аэропортах Москвы и Стамбула ввиду задержки рейсов. Вместо того, чтобы помогать нашей армии, записываться в добровольцы, заниматься волонтерской деятельностью, они сидят в аэропортах и выебываются на сотрудников Аэрофлота. Что, видите ли, они вовремя не прилетели в Турцию или еще куда, с целью погреть свою жопу на заграничном пляже. Желание увидеть море, вывести туда семью,
выставляется низким, мещанским и недостойным. Достойно же, по мнению Гузенко, записаться в добровольцы, что в нынешних условиях означает пожертвовать и собой, и благополучием семьи. Пожертвовать ради возможности убить и разрушить чей-нибудь дом. На худой конец предлагается стать волонтером и помогать своим согражданам бессмысленно погибать и убивать. Свой счет россиянам выставляет и известный Z-блогер Алексей Живов. Он отождествил желание человека отдохнуть в Турции с финансированием ВСУ. Дескать, предательство одного порядка. Обыватель, мол, едет в теплые страны на заслуженный отдых. Слово «заслуженный» Живов взял в кавычки. А в это время, пока обыватель едет на отдых, гибнут парни, и не все они оказались на войне добровольно, пишет он. Несколько регионов России оказались в зоне боевых действий. Живов пишет обо всем этом с такими интонациями, будто сами россияне в 22 году прям очень просили начать войну, а теперь отнекиваются и воротят нос. В то же время анонимный канал «Миллионник 2 майора» иронизирует на тему обустройства в Москве лыжных маршрутов с искусственным снегом. Мол, неправильно расставлены приоритеты, а как же снабжение фронта? Лучше бы было бомбу купить. Вот только лыжня нужна для того, чтобы по ней катались люди и получали удовольствие, улучшали форму и здоровье. И сколько денег на ее обустройство не укради, от этого ее предназначение не изменится. В то время как снабжение фронта, о котором пишут 2 майора, и масса других провоенных авторов и срочно сборщиков, это обслуживание конвейера, который без смысла и без конца перемалывает людей. Мы часто говорим об осязаемых последствиях идущей сейчас войны. Сотни тысяч россиян гибнут, пропадают без вести и получают увечья ради того, чтобы на месте очередного села или города остались безлюдные руины. Беспрерывно разрастаются кладбища в России и одновременно превращаются в одно огромное кладбище – Донбасс. А тех, кто выступает за продолжение этого кошмара, начинает корежить от самого стремления людей жить. Завести кошку или собаку, прокатиться на самокате, посмотреть самому и показать ребенку далекую Венецию, которую до этого он видел лишь в книжках. Кого-то так злит теплая погода и шорты, что, будь их воля, запретили бы солнце. В антивоенной среде порой тоже появляется досада насчет двух миров. В одном бесконечные бомбежки и бои в стилистике Первой мировой, а в другом бесконечный показ мод на патриках и апероль на летней террасе. Бывает, что и антивоенный спикер произносит речь против отдыхающих людей. Как же они, мол, могут жить, когда совсем рядом разрушение и смерть? Однако жить не только можно, но и нужно. Это прямо противоположно тому культу смерти, который насаждается в современной России. Лично я хотел бы выразить свое сочувствие десяткам тысяч граждан нашей страны, у которых из-за войны сорвались поездки и отпуска. Нет ничего неправильного и тем более постыдного в том, чтобы поехать на море. Стыдно должно быть тем, кто зазывает людей в Степногорск, поучаствовать в ее разрушении и там навсегда остаться. Сохранять же осколки и атрибуты мирной жизни отнюдь неплохая идея. Это не пир во время чумы, как любят порассуждать военблогеры, особенно когда перестают получать пожертвования на свои срочно сборы, а нормальное поведение нормальных людей. На 4-м году войны мы дошли до точки, когда жизнь в России сама по себе является протестом. Сейчас россиян всюду окружает реклама смерти. Убить и погибнуть призывают билборды на улицах и плакаты в общественном транспорте, телевизор и радио, пропагандисты на зарплате и вполне искренние милитаристы в своих блогах. Начнется учебный год, и в школы и вузы снова пойдут помилованные Путиным уголовники, чтобы рекламировать смерть на так называемых уроках мужества. Если люди в России потратили аж 1,5 миллиарда рублей на лабубу, то молодцы россияне. Граждан пичкают сверх всякой меры ненавистью ко всему, что не вписывается в душный путинский псевдотрадиционализм. Россияне же вместе со всем остальным миром покупают трендовую игрушку, потому что считают ее прикольной. А сурово насупить брови и напоказ ненавидеть все заграничное им не нравится. На моем канале в последнее время появляются ролики с весьма мрачными ожиданиями от скорого будущего. Но сегодня я бы хотел пожелать каждому зрителю, пока это возможно, отвоевать себе пространство для жизни и повседневных радостей. Не слушайте тех, кто пытается до вас доколупаться. Старайтесь жить, несмотря ни на что. До завтра.